Буквально несколько минут назад пресс-служба антикоррупционного комитета сообщила трагические новости о певце Льве Лещенко и последние новости о работе антикоррупционного комитета. Члены антикоррупционного комитета вот уже на протяжении почти целого года ведут беспощадную борьбу с преступными элементами российского шоу-бизнеса. Однако основной состав команды Никиты Михалкова – это заслуженные советские артисты, которые в силу почтенного возраста и отсутствия навыков самообороны не всегда могут дать достойный отпор преступным элементам, что в итоге приводит к частым трагедиям. На этот раз несчастье произошло с известными артистами, членами комитета Раймондом Паулсом, Львом Лещенко, Ларисой Удовиченко и Владимиром Винокуром. По данным пресс-службы антикоррупционного комитета, известные советские артисты совершали тур по городам Челябинской области, таким как Миасс, Аша, Златоуст, с целью открытия филиалов антикоррупционного комитета. Далее члены комитета направились в город Уфу для проведения деловой встречи. Однако по пути произошло непредвиденное событие. Сломалась служебная машина антикоррупционного комитета, в которой находились артисты, и членам комитета несколько сот километров пришлось проехать на поезде Челябинск-Уфа. По словам проводниц поезда, у Льва Лещенко во время поездки в вагон-ресторане возник конфликт с хулиганами, которые вели себя недостойно и оскорбляли женщин. Лев Валерьянович, как истинный джентльмен, сделал замечание преступникам, но жестоко поплатился за свою смелость. Хулиганы вызвали Льва Лещенко для разговора в тамбур и в районе станции около города Златоуста сбросили известного певца с поезда. Трагичность ситуации усугубляется тем фактом, что на данный момент ничего не известно о местонахождении и состоянии здоровья Льва Лещенко. Поезд выполнил экстренное торможение, однако найти Льва Валерьяновича не удалось. На данный момент на месте трагического происшествия работают волонтеры службы МЧС и полиция. Это уже не первое нападение на Льва Лещенко во время работы в комитете. Еще в декабре прошлого года он получил ранение при проверке ночных клубов Санкт-Петербурга. Другие члены комитета во время трагического происшествия не пострадали. Преступники, совершившие нападение на Льва Лещенко, были арестованы полицией по горячим следам. Полиция уточнила, что нападение на Льва Лещенко не связано с его работой в антикоррупционном комитете. Но и по традиции последние новости о организации Никиты Михалкова и работе антикоррупционного комитета. Антикоррупционный комитет выдвинул предложение увеличить социальные пособия для малоимущих и многодетных семей на 15,5%. Для этой цели было перечислено 180 миллионов рублей. Никита Михалков направил личное письмо президенту с просьбой закрыть все офисы компании «Быстро деньги» и «Быстрый займ» на территории Российской Федерации. По мнению главы антикоррупционного комитета, данные компании самым бесстыжим образом наживаются на жителях России. За последние 2 дня филиалы антикоррупционного комитета были открыты в городах Орле и Ишимбае. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.